Те беспрецедентные негативные последствия, с которыми мы все столкнулись после начала войны в Иране и после агрессии против Ирана, нам представляется, что проведение такого саммита в перспективе будет востребовано и будет полезно. Потому что, безусловно, разрядка напряженности в регионе и минимизация негативных последствий этой войны возможно только путем переговоров, путем диалога, для чего такой саммит потенциально в перспективе может стать хорошей площадкой. Но еще раз повторяю, это не вопрос ближайшего времени, опять же, по понятным причинам. Безусловно, сегодня утром, как и весь мир, мы имели возможность ознакомиться с заявлениями президента Трампа. Что касается войны вокруг Ирана, вы знаете, президент Путин является убежденным сторонником того, что все разногласия должны урегулироваться исключительно политико-дипломатическими средствами. И именно об этом президент говорил в ходе своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, Арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. Это основа нашей позиции. Вот. Ну а что касается Североатлантического альянса, это альянс враждебный к нам, это альянс, который нас считает своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера. Вот мы так к этому альянсу и относимся. Ряд СМИ пишут о том, что в российских вузах интенсифицировалась кампания по вербовке студентов в беспилотные войска. В частности, это называется некой скрытой мобилизацией. Плюс ко всему появилась информация о том, что губернатор Рязанской области выпустил разнарядку для местных предприятий по отбору сотрудников для заключения контрактов на прохождение военной службы. Я знаю, что вы комментировали уже и говорили о том, что тема мобилизации как таковой не стоит на повестке дня, но, может быть, вы сможете прокомментировать вот эти вот активные вербовочные мероприятия, в частности, среди студентов и распоряжения губернатора Рязанской области? Нет, мне неизвестно об этих распоряжениях, я их не видел, я не знаю, соответствует ли эта информация действительности. То, что созданы действительно новые войска, то, что там определенная специфика, требуются кадры новые для этого рода войск, и то, что есть предложение для тех, кто обладает соответствующей компетенцией и готов служить в этих новых войсках. Это предложение есть, оно, что называется, оно на рынке, и оно в равной степени действует для всех, и для рабочих, и для студентов, и для нерабочих, и для безработных, и так далее, и тому подобное. Поэтому это совершенно открытое предложение для нового рода войск.